Рада приветствовать вас на мастер-классе по вязанию сумки «Калейдоскоп». Меня зовут Катя, и в этом видео я подробно покажу, как вязала эту сумку. Сумка состоит из 14 жаккардовых квадратных мотивов, связанных между собой, точнее сшитых, матрасным швом. И сейчас более подробно разберем и после свяжем квадрат. Мотив мы начинаем вязать с кольца амигуруми. Вяжем квадрат столбиками с одним накидом. Углы у нас образуются за счет провязывания двух воздушных петель между сторонами. Всего в квадрате 4 ряда. И с каждым рядом на стороне количество столбиков увеличивается на 4. Всегда в арку из воздушных петель предыдущего ряда мы будем провязывать 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, да, таким образом формируя угол. И давайте приступим к вязанию. Начинаем мы вязать красным цветом, формируем кольцо амигуруми. Так, кольцо сформировали и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это имитированный первый столбик с накидом. Дальше нам нужно провязать, вот смотрите, у нас всего 3 столбика с накидом, потом 2 воздушные. Мы сейчас с вами начнем ряд вот с 2 столбиков, потом 2 воздушные, 3 столбика, 2 воздушные и так далее. Потом вот в конце довяжем еще 1 столбик и закроем ряд, для того чтобы поплотнее было вот здесь соединение. Делаем накид в кольцо, заходим, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с накидом. Два столбика провязали, 2 воздушные, угол. Дальше вяжем 3 столбика с накидом в кольцо. Две воздушные. Дальше снова 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, 2 воздушные и 1 столбик, и потом закроем ряд. Последний столбик. Так, перед тем, как стянуть кольцо, проверьте, пожалуйста, все ли правильно провязали. Вот первый столбик, второй, потом 2 воздушные. 1, 2, 3, 2 воздушные. 1, 2, 3, 2 воздушные. 1, 2, 3, 2 воздушные и 1 столбик. Да, мы сейчас соединим, и у нас получится цельная сторона, состоящая из 3 столбиков. Затягиваем кольцо. Здесь вот так вот еще можете ручками поправить столбики, для того чтобы еще плотнее затянулось кольцо. И сейчас закрываем ряд. Закрывать можно абсолютно любым способом, который вам удобен. Я покажу тот, которым пользуюсь я. Итак, высвобождаем крючок из петли, вытягивая ее подлиннее. И находим первую верхнюю горизонтальную петлю. Смотрите, вот первый столбик сымитированный, да, состоящий из 3 воздушных петель. Дальше у нас идет столбик, полноценный, который мы провязали. Запомните такое правило, что всегда у столбика его верхняя горизонтальная петля, его шляпка, да, находится слегка правее от этого столбика. Вот, допустим, первый столбик, и вот здесь должна быть его петля верхняя, но ее нет. Мы ее сымитируем соединением. Вот второй столбик в ряду, который мы провязали, и у него верхняя шляпка вот это есть, да, верхняя горизонтальная петля. Вот она, слегка правее. Сюда заводим крючок сзади вперед под эту верхнюю петлю, вот так. Захватываем
последнюю петлю и переводим ее назад. Здесь сильно не перетягивайте, все должно быть свободно и естественно. И сейчас еще чуть-чуть потянем петельку и пропускаем вот этот квадрат в петлю. Вот так. То есть переводим петлю слева направо. Вот этот кончик от кольца амигуруми, если вы уже хорошо затянули кольцо, то можете тоже его оставлять в этой петле. Вот так. Так, вот кончик, вот рабочая нить, и вот у нас петля перешла вот так. И теперь тянем за рабочую нить у основания, вот здесь, затягивая петлю. У нас узелок уходит под вот эту первую верхнюю горизонтальную петлю в ряду, которая была, вот так. Тут тоже сильно не тяните, чтобы узелок не оказался с наружной стороны. Теперь вот здесь вот поправляем рабочую нить, вот она, тянем за нее для того, чтобы все выровнять. Мы подняли кончик от кольца, будем его увязывать, и закрыли ряд. И сейчас сразу здесь покажу, как разъединить это соединение. В одной изнаночной стороне находим вот эту узелочек, это, да, перемычку такую. Справа от нее есть ниточка, это рабочая нить. Подцепляем ее крючком, вот видим, что она ползет. И теперь с двух сторон захватываем рабочую нить от вот этого узелка, с двух сторон тянем. И теперь вот за эту петельку вытягиваем. И теперь справа налево возвращаем ее в исходное положение. Вот так. И здесь расслабляем и вытаскиваем. Так разъединили. И сейчас еще раз соединяем. Закончили вязание первого ряда. У нас получилось по кругу 12 столбиков, между углами по 3 столбика. Приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду между углами у нас будет 7 столбиков, а по кругу 28. Во втором ряду мы уже начинаем вводить цвет. Ряд будем начинать с красного столбика. Затем менять цвет и провязывать 4 светлых столбика в арку из воздушных петель предыдущего ряда. Затем 3 красных столбика, 4 светлых, 3 красных, 4 светлых и так далее. Ряд мы закончим красными столбиками, да, 2, потому что один у нас уже будет в начале провязан. Не забываем, что кончик мы ввязываем, прокладываем его вдоль верхних горизонтальных петель и начинаем ряд. Делаю накид на крючок вот так и завожу вот в эту верхнюю горизонтальную петлю, куда мы делали присоединение ряда. То есть вот узелок, который у нас уходил под петлю, и сюда же вводим крючок, захватываем рабочую нить, достаем, провязываем 2 петли на крючке. И следующие столбики у нас будут светлого цвета, поэтому нам сейчас нужно поменять нить. Берем наш светлый цвет и закрываем красный столбик первый светлой нитью. Просто провязываем петлю на крючке светлым цветом. Дальше провязываем в арку из воздушных петель 2 столбика с накидом, потом 2 воздушные, 2 столбика с накидом светлого цвета. Здесь вот так вот еще можно все поддерживать для того, чтобы не растягивались петли. И вот таким образом у нас полный столбик красного цвета, а верхняя горизонтальная петля, которая принадлежит уже светлому столбику, она нужного светлого цвета. Все ниточки ввязываем, 2 столбика,
затем 2 воздушные угол и 2 светлых столбика. Последний провязываем не полностью. Провязали раз и меняем цвет, потому что следующий столбик у нас будет красного цвета. Берем красную ниточку и довязываем светлый столбик красным цветом. И сразу здесь про то, как я укладываю мотки, когда вяжу. У меня всегда тот цвет, которым я сейчас буду вязать, моточек у меня лежит сверху, тот, который я ввязываю, да, он у меня снизу. Такой способ не дает запутаться нитям между собой, и так будет намного удобнее работать. Следующие 3 столбика провязываем красным цветом. Здесь смотрите тоже внимательно. Не потеряйте вот эту верхнюю горизонтальную петлю, куда мы должны провязать первый красный столбик. Здесь также работает правило, что верхняя горизонтальная петля от столбика находится слегка правее этого столбика. То есть вот первый столбик после воздушных петель красного цвета, и вот справа, вот она слегка перекрыта светлым цветом. Здесь находится его верхняя горизонтальная петля. Поэтому сюда мы провязываем первый красный столбик. Не теряйте эту петлю. Ниточки ввязываем. И вот так вот их периодически можно слегка поправлять. Два и 3. Третий красный столбик последний, мы его провязываем не полностью, меняем цвет. Так, вот здесь вот светлым, и дальше угол. 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика, последний столбик не полный, меняем цвет. Так, и меняем цвет. Кончики слегка можно поправлять. Дальше 3 красных столбика. Вот первый сюда. И третий, последний, не полностью, меняем цвет. Так, аналогично вяжем до конца ряда. Так, кончики я уже на этом этапе закончу вязывать. Ввязываю просто нить второго цвета. И заканчиваем ряд 2 красными столбиками. Так, вот последний столбик мы будем провязывать в точку соединения ряда. И здесь я завожу крючок под вот эти вот 2 ниточки, которые на лицевой стороне лежат. То есть туда дальше еще вглубь не прохожу, вот не цепляю еще вот эти вот нити, а просто вот так. Так, провязали второй ряд. Между углами у нас 7 столбиков, 3 красных и по 2 светлых. Всего 4 светлых и 3 красных по секциям. Закрываем ряд, как и в предыдущем ряду. Высвобождаем крючок, заводим сзади вперед под верхнюю горизонтальную петлю первую,
Вот она. Все, второй ряд провязали. Сейчас можно обрезать кончики, чтобы они не мешались, и оплавить их. Обрезаю не под самый корень, оставляю сантиметр 2 нити и оплавляю зажигалкой. Вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас между углами будет 11 столбиков, по кругу всего 44. Здесь мы расширяем цветовые секции на плюс 1 столбик с каждой стороны. Так вот, на уже провязанном это хорошо видно. То есть вот было 4, в этом ряду будет уже 6 светлых столбиков. Здесь было 3, в третьем ряду уже будет 5 красных столбиков. Начинаем ряд с красного столбика. Вот у нас узелок от соединения, и вот в эту петлю заводим крючок, нить, которую мы ввязываем. Так вот подтяните, чтобы здесь все было аккуратно и ровно. И провязываем неполный красный столбик. Меняем цвет. И вяжем 3 светлых, 2 воздушные, 3 светлых. Последнее светло провязываем не полностью, меняем цвет, довязываем его красным и вяжем 5 красных столбиков. Последний красный не полностью провязываем, довязываем его светлым цветом и вяжем 6 светлых, 3 светлых столбика, 2 воздушные, 3 светлых. И подходим к концу ряда, довязываем 4 красных столбика и закрываем ряд точно так же, как и в прошлом ряду. Так вот, вместе с соединением мы вот так цепляем ниточки, помним об этом. Обязательно перед тем, как закрывать ряд, пройдитесь по кругу и проверьте, все ли верно вы провязали. У нас 5 красных столбиков, 6 светлых, 5 красных, 6 светлых. По кругу должны получить 44 столбика. После того, как вы проверили и убедились, что все верно провязано, смело закрывайте ряд. Закончили вязание третьего ряда. Приступаем к вязанию четвертого заключительного ряда. Между углами у нас будет 15 столбиков, по кругу 60 столбиков. Здесь также на плюс 1 с каждой стороны цветовой сегмент расширяется. Тут у нас будет уже 8 светлых столбиков и 7 красных. Как обычно, начинаем ряд с красного столбика. Довязываем его не до конца и тут же меняем цвет. Провязываем 4 светлых столбика, 2 воздушные, 4 светлых.
Меняем цвет. И вяжем 7 красных столбиков. И подходим к концу, довязываем красные столбики. Провязали 4-й ряд. Между углами у нас 15 столбиков, по кругу 60. Проверили, чтобы все было правильно, и теперь можно закрывать ряд. Здесь мы закрываем ряд имитации верхней горизонтальной петли. Обрезаем обе нити, оставляя кончики подлиннее. Светлую можно чуть покороче оставить, красную чуть подлиннее. Красную нить полностью высвобождаем из петли. Заводим крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную, вот сюда. Цепляем нить, вводим ее на изнанку полностью. Разворачиваем изнаночной стороной к себе. И здесь вот отсюда у нас выходит нить. Вот эта верхняя горизонтальная петля. Сзади вот есть такая перемычка. Заходим под перемычку внутрь верхней горизонтальной. Забираем нить и уводим через эти петли. Правили, чтобы все было одинакового размера. И теперь можно прятать кончики. Светлую нить поправим также. И сначала увожу красную. Направление может быть абсолютно любое. Максимально меняйте, да, его для того, чтобы больше запутать нить. Все, и теперь обрезаем, тоже оставляем примерно сантиметр 2 ниточки. И оплавляем зажигалкой. Ну что же, я надеюсь, что вы разобрались и поняли принцип вязания такого жаккардового квадрата. И сейчас самостоятельно свяжите, пожалуйста, еще 13 таких мотивов. Всего должно их быть 14. После того, как все квадраты будут готовы, обязательно их отпарьте. При отпаривании я на квадрат кладу какое-нибудь полотенце или тонкую ткань и смело прохожусь утюгом с применением пара. Потом еще руками все аккуратно поправляю, выглаживаю, чтобы придать такой опрятный вид мотиву. Все, пожалуйста, работайте самостоятельно. Желаю вам приятного вязания и встретимся на сборке. После того, как вы связали все мотивы, пожалуйста, разложите 10 из них вот в таком виде. 5 слева, 5 справа. И сейчас мы будем собирать их матрасным швом попарно, прокладывать шов снизу вверх. И здесь хочу рассказать про структуру. 4 мотива и половина вот этих двух, их верхняя часть, это будет передняя стенка, нижняя часть, и 4 оставшиеся это будет задняя стенка сумки. После того, как мы соединим вот эти мотивы вертикальным швом, мы приступим к присоединению боковых мотивов, оставшихся 4, и там уже дальше более подробно остановлюсь и расскажу. А сейчас, пожалуйста, вот в таком виде расположите ваши мотивы и приступим к сшиванию.
В иглу с широким ушком вденьте шнур. Цвет не имеет значения, он может быть любым. Размер нити равный примерно 2-3 высотам вот этих 5 мотивов. То есть приложите 2 или 3 раза нить к высоте вот этих мотивов и получите нужный отрезок нити. Так, вот так вот выглядит на конце, одна длиннее, одна короче, без каких-либо узелков. Соединять мы сейчас будем попарно мотивы цельным швом одним большим. Сшиваем на лицевой стороне. Сначала мы захватываем петли на правой стороне, затем точно такие же петли на левой стороне. Точек соединения у нас будет, получается, здесь у нас 15 столбиков и воздушные петли. Всего будет 17 точек соединения для каждой пары. И приступаем. Берем правый мотив, находим воздушные петли, которые у нас образовывали угол. Вот первая и вторая. Да, помним про правило, что верхняя горизонтальная петля столбика находится слегка правее этого столбика. Вот столбик, значит, вот эта верхняя горизонтальная петля, это петля от столбика, а вот эти две это воздушные петли. Работаем с ними, вводим иглу под верхнюю дужку первой петли и дальше вот таким образом под верхнюю дужку второй петли. Вот так. Полностью выводим нить. Оставляю кончик примерно вот так, для того, чтобы его потом было удобно и далеко можно было завести. И находим точно такие же точки в левом мотиве. Вот воздушная петля первая. Вот так под верхнюю дужку заходим. И вторая. Вот так. Полностью выводим нить. То есть работаем снизу вверх, заходим иголочкой. Дальше идем к правому мотиву. Здесь столбики в дальнейшем мы будем вот так вот цеплять. То есть цепляем основание столбиков, ныряем под обе дужки верхних горизонтальных петель. Вот так. То есть заходим снизу под горизонтальную петлю от столбика. Вот так. Как бы основание столбика у нас на иголочке. И вот так выводим нить наверх. Следующий, первый столбик в левом мотиве. Вот основание столбика, вот так. Так, у меня распушился здесь кончик, я сейчас его слегка оплавлю зажигалкой, чтобы он не расплетался. Продолжаем. Идем во второй столбик в правом мотиве. Так вот, в основание столбика. Снизу вверх. Под второй столбик в левом мотиве. Третий столбик в правом мотиве. Третий столбик в левом мотиве.
Дальше под 4-й столбик в правом мотиве. Под 4-й столбик в левом мотиве. Так, и на этом этапе можно уже попробовать стянуть. Видите, мы просто вот так вот стягиваем шов. Так, и вот эта вот рабочая нить, которую мы сшиваем, она достаточно подвижна внутри шва. Можно так вот все поправить. Все, и продолжаем дальше сшивать таким же образом. Сделали несколько стежков, и можно затягивать. Итак, у нас здесь остается столбик и воздушные петли. Там будет у нас одна точка. Так, и вот здесь воздушные петли, вот раз, два. Заходим сначала в первую верхнюю ножку, затем вот так во вторую верхнюю ножку. В левом мотиве вот первая воздушная петля, вот вторая. Заходим вот так. Так, первую пару мы соединили. Дальше вторую пару. Все точно так же. Находим на правом мотиве. Вот первая воздушная петля, вот вторая. Заходим в первую верхнюю ножку и вторая под верхнюю ножку. Пропускаем нить полностью. И на левую. Вот первая, вот вторая.
верхнюю ножку и сюда. Так, здесь сразу плотненько подтягиваем. И продолжаем первый столбик. Первый столбик в левом мотиве. Второй столбик в правом мотиве. Второй столбик в левом мотиве. Дотянем. Чтобы оно вот здесь вот все хорошенько плотно сошлось. Вот так. И продолжаем так. Сшиваем все пары оставшиеся до конца. Советую затягивать после примерно 3 точек соединения, для того, чтобы это было проще сделать. И остается сделать последний стежок, это воздушные петли. У меня здесь уже новая игла, потому что первая не выдержала. Так, все. На этом закончили сшивание 10 мотивов по вертикали. И сейчас можно просто уводить ниточку на изнаночную сторону в произвольном порядке, для того, чтобы закрепить там нить. Так, я здесь поменяю на крючок. Вот такое соединение у нас получается с лицевой стороны. Такой шов с изнанки. И сейчас еще спрячем нижний кончик и приступим к присоединению боковых мотивов. То, что оно сейчас еще все так кривенько, не пугайтесь. Горизонтальные швы потом все исправят. И остается пришить еще 4 мотива вертикальным швом. Здесь помним, да, что вот эти 4 мотива и половинка вот этих двух — это передняя стенка. Я сейчас вот так вот сложу, для того, чтобы было более понятно. Вот так вот сложили. Это передняя стенка, там задняя. И сейчас вот эти мотивы мы пришиваем вот так. То есть передняя стенка, вот эти мотивы у нас пришиваются к этой части. Раз, два. Прокладываем вот здесь шов, сшиваем 2 пары. С этой стороны прокладываем шов вот здесь. Раз, два.
И сейчас более наглядно покажу. Вот смотрите, вот я сложила 10 мотивов. Передняя стенка, там задняя. И вот с правой стороны уже пришила 2 мотива. Вы можете, ну, допустим, вот размещать вот таким образом, да, и пришивать снизу вверх, либо же вот так вот повернуть донышком вверх и пришивать сверху вниз, так, грубо говоря. Тут уже разницы нет, просто здесь будет вот соединяться 2 пары, поэтому откуда вы начнете, снизу или сверху, значения не имеет на самом деле. И вот вы, допустим, пришили правую боковую часть, пришили к передней стенке, затем вот складываем мотив пополам и пришиваем к задней стенке, к 2 мотивам. Вот раз и 2. Я пришиваю вот так, донышком вверх и прокладываю шов. Значит, сошью сейчас вот эту стеночку, потом пришью вторую боковую стенку и вместе потом начнем делать горизонтальные швы. Здесь мы сейчас еще прокладываем вертикальные. Так, ну вот, присоединили к, допустим, передней стенке. И теперь вот так вот переворачиваем. И присоединяем теперь вот эту часть. Вот так прокладываем шов. Итак, все вертикальные швы сделаны. Осталось проложить только горизонтальные. Здесь мы при вот нижнем горизонтальном шве мы будем соединять еще вот здесь, да, и у нас получится вот такая плавная обтекающая форма. И вот сейчас можно пока что спрятать все кончики, если вы еще этого не сделали, от вертикальных швов. И будем вместе делать нижний горизонтальный шов. Начинаю присоединяться вот с этой части. Смотрите, здесь у нас вот это донышко будет, это будет боковая сторона, это будет стенка. В донышке у нас 2 воздушные петли вот в этом мотиве, который мы сейчас будем присоединять. Здесь в стенке, да, то есть вот этот мотив, он у нас присоединяется и к мотиву стенки, и к мотиву боковины. Здесь у нас было 2 воздушные петли на одном мотиве и 2 воздушные петли на другом мотиве. Здесь только 2, да, то есть пары второй нет. Поэтому мы здесь в донышке вводим только под одну воздушную петлю, вот первая, вот вторая. Вот это вот первая пойдет присоединяться к воздушной петле, которая вот здесь на боковине, а вот эта вторая оставшаяся присоединится к воздушной петле мотива на стенке. Тут на самом деле с воздушными петлями уже не так важно, куда вы присоединитесь, просто, ну, чтобы хоть куда-то зацепиться для того, чтобы начать шов. Ну или продолжить его дальше, вот тоже можно будет цепляться вообще в абсолютно любые места. Так, и вот я разворачиваю так, потому что я хочу пойти вот сюда. Так, кончик оставляем сзади, на изнаночной стороне. И все, и начинаем присоединять, как обычно. Вот первый столбик правого мотива, это мотив от боковины. И первый столбик на донышке, левый мотив. Все, и соединяем по столбикам. Вот первый столбик в стенке с первым столбиком в донышке и так далее. Вот здесь соединяем. Здесь мы тоже
по одной воздушной петельке, ну, где-нибудь зацепляемся и соединяем здесь и здесь, и так далее до конца. Также прокладываем здесь такой же шов по кругу, и на этом соединение закончено. Вот смотрите, покажу вам все-таки поближе. Я вот соединила последние столбики, и остаются вот воздушные петли вот здесь и вот в следующих мотивах вот здесь. Ну, допустим, вот сюда я зайду. И вот сюда. Дальше. Так, вот начинается следующий мотив. Мы всегда начинаем с правого мотива, да, ну или с верхнего в нашем случае, если это горизонтальный шов. И вот заходим сначала сюда, допустим, вот сюда. И вот сюда. Дальше столбики соединяем. Все, надеюсь, у вас не возникнет сложностей в дальнейшем сшивании. Все, и продолжаем сшивать. Так, вот я уже подхожу к концу сшивания. И уводим в ближайший столбик, между столбиками уводим на изнанку нить. Все, теперь на изнаночной стороне в шов или между столбиками прячем нить. Так это выглядит с изнанки и с лицевой стороны. Все, и теперь, конечно же, нужно это все отпарить. Так же, как и каждый мотив, отпариваем, кладем поверх какую-нибудь ткань или тоненькое полотенце и хорошенько проходимся утюгом. Можно еще и вывернуть изнанку наружу и также пройтись по всем швам. Получилось примерно 33 на 29. Приступаем к вязанию ручки. Я вот уже одну связала. И сейчас мы вместе с вами свяжем вторую. Ручка у нас такого же цвета, как и вот эти центральные части цветовые, да, в мотиве, то есть красного цвета. На ручку я выделяю 3 столбика, то есть ширина ручки это 3 столбика. Вяжем столбиками без накида. Здесь крючок уже берем поменьше, номер 3 для большей плотности. Кончик рабочей нити оставляем подлиннее для того, чтобы была возможность его потом далеко увести и надежно спрятать. Начинаю вязать не с последнего ряда, а спускаюсь в третий ряд, в предпоследний. Да, здесь тоже нахожу вот эти центральные 3 столбика. Да, то есть вот у нас 5 столбиков красных, соответственно, из 2, 3 и 4 я буду начинать вывязывать столбики. И здесь мы заходим в раскол столбика, вот так. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю
И проходим в раскол столбика, который мы отвели для ручки. Да, то есть вот раз, два, эти не трогаем, 3, 4, 5 это для ручки, и оставшиеся боковые 2 мы даже не трогаем. Заходим вот сюда в раскол. Кончик мы ввязываем, захватываем рабочую нить, провязываем петлю, и здесь же столбик без накида. Дальше снова спускаемся в следующий столбик, в раскол. Кончик мы ввязываем, он у нас на крючке лежит. Вытягиваем петлю, проходим в следующий столбик для ручки в 4-м ряду в раскол. Захватываем рабочую нить, провязали петлю, и здесь же столбик без накида. Кончик можно поправить, чтобы выровнять столбик первый. Все, и в последнюю, третью заходим, захватываем рабочую нить, высокий столбик, заходим в последний, в 4-м ряду, провязываем петлю и провязываем столбик. Все, начало для ручки положено. Это мы делаем для того, чтобы максимально плотное основание ручки у нас получилось. Так, дальше высвобождаю крючок, прохожу в последнюю верхнюю горизонтальную, захожу за левую стенку столбика и подхватываю кончик, пропускаю его вот так вот наверх. И сейчас во 2-м ряду буду его ввязывать. Так как мы вяжем столбиками без накида, делаем одну воздушную петлю для подъема всегда, переворачиваем наизнанку, и вот во 2-ю петлю от крючка, вот раз, два, вот сюда, провязываем столбики без накида. 3 штуки у нас их должно быть. Раз, два. Последней верхней горизонтальной петли у нас нет. Заходим так вот в раскол столбика. Вот 2 ножки, вот шляпка. Вот сюда проходим. Так, все. 1 петля для подъема. Переворачиваем на лицевую и здесь провязываем тоже 3 столбика без накида. Все очень просто. Итак, вяжем на необходимую высоту, то есть вы вяжите ручку, периодически ее замеряйте. У меня ручка будет 50 сантиметров, это примерно 66 рядов. И тут важное правило: остановитесь на лицевом ряду, то есть чтобы у вас последний ряд вот так выглядел. Все, вяжите на необходимую длину. Вот этот кончик мы уже пока не трогаем, мы его потом в конце спрячем. Ручка у нас будет потом крепиться вот сюда, поэтому вы можете ее прикладывать и смотреть, насколько вам ее еще нужно увеличить, или же укоротить, или же оставить так, как есть. Все, продолжаем вязать самостоятельно на необходимую длину. Закончила вязать ручку. Смотрите, вот прикладывайте к основанию мерную ленту и посмотрите, сколько у вас получается. Если это то, что надо, все, останавливаемся, да, и не забываем о том, что останавливаемся на окончании лицевого ряда. То есть вот как начинали, так и заканчиваем. И теперь пришиваем ручку к вот этой стороне. Берем наш 3-й крючок, который мы вязали, вот эту петлю последнюю вытягиваем так посвободней, как и с правой стороны. Заходим в 3-й ряд, во 2-й красный столбик, в раскол, захватываем вот эту петлю и выводим ее на лицевую сторону. Скидываем с крючка
И поправляем, ровно укладываем. Так. Дальше проходим в раскол столбика в 4 ряду, который у нас отведен для ручки. Раз, два, три, в 3. И захватываем рабочую нить, провязываем вытянутую петлю. Дальше вытягиваем петлю. И вот здесь на ручке сзади с изнанки на лицевую заходим вот так. Вот наш первый столбик крайний. И вот между первым и вторым столбиком проходим и забираем на изнанку петлю. Вот так. Дальше ее слегка вытягиваем. И идем во вторую точку для ручки, вот сюда в раскол в 3 ряду, и захватываем вот эту петлю, так, выводим на лицевую, подтянем, так, смотрите, чтобы ничего не перетягивалось. Вытягивая нижнюю петлю, потом еще поправляйте вот здесь вверху, чтобы не было ничего перетянуто. И идем, вот накидываем эту вытянутую петлю, идем в раскол следующего столбика. Рабочей нитью провязываем петлю, достаем петельку подлиннее. С изнанки заходим между 2 и 3 столбиком, вот так. Петлю переводим назад. Вот здесь можно было ее чуть-чуть потуже затянуть. Здесь вытягиваем петлю, идем в следующую точку, в последнюю, в 3 ряду, в раскол. Захватываем петлю, поднимаем ее на уровень вот этой точки в раскол, рабочую нить тянем, чтобы все было плотненько здесь и ровно. Все, заходим в раскол последней точки, рабочей нитью провязываем петлю. Петлю вытягиваем и проходим с изнанки на лицевую между последним 3 столбиком и краем. Все, выводим назад эту петлю. Вытягиваем петлю подлиннее, обрезаем кончик и полностью достаем нить. Так, и смотрите, вот здесь у нас, ну вот, хочется пришить вот эту часть, поэтому я еще зайду вот сюда, в самую крайнюю петельку, в верхнюю горизонтальную, в заднюю дужку, да, в дальнюю, вот так, и пропущу сюда нить. Так, потяну. Дальнюю дужку, верхней горизонтальной последней, в ручке уведу назад. Видите? Так получше. Вот так вот смотрится, в принципе, почти одинаково. Все, и теперь вводим нить, кончик от начала и кончик от конца. Здесь максимально далеко уводите нить, путайте ее, да, уводите в разные стороны.
И здесь тоже прячем также. И на этом все. Я очень надеюсь, что у вас все получилось. Вся информация была доступной и понятной для вас. В эту сумку, конечно же, нужно вшить подкладку, потому что здесь очень много вот таких вот следов от оплавления шнура. Поэтому обязательно вшивайте подкладку. Можете обратиться в швейную мастерскую, и там без проблем вам ее сделают. Я шить не умею. Я вшивала подкладку, но, к сожалению, учить вас я пока что еще не готова, потому что сама новичок. Спасибо большое вам за внимание, за проявленный интерес. Мне очень приятно, что вы разделили со мной эту идею. И всего доброго. Пока-пока.